Как только не называют это необычное и яркое на вид растение. Этот красивый цветок именуют комнатной калиной, коралловым деревом и рождественской ягодой. Но одно можно с уверенностью утверждать, что такое растение подарит вам незабываемое праздничное настроение и надолго украсит любой интерьер. Те, кто еще не имел счастья выращивать эту эффектную культуру, знакомьтесь, это очаровательная ардизия. Этот вечно зеленый комнатный экзот полюбили многие цветоводы за его безупречный высокодекоративный вид. Ардизия привлекает внимание своей густой красивой кроной, соцветиями и красными блестящими ягодками, эффектно выделяющимися на фоне насыщенно зеленой глянцевой листвы. Грозди алых ягод собраны в красивое ожерелье, которое словно опоясывает куст снизу вверх. Благодаря своей яркости и способности красиво выглядеть в течение круглого года, эта тропическая гостья стала желанной для многих любителей растений и коллекционеров необычных комнатных цветов. Если вы хотите внести в свой интерьер настоящий праздник из живых и ярких красок, приобретите ардизию. К счастью, это растение несложно найти в крупных цветочных магазинах и супермаркетах. Ардизию часто выставляют на продажу именно зимой, а точнее в преддверии рождественских и новогодних праздников. Такой цветок создаст праздничное настроение и сможет стать для ваших родственников и друзей отличным подарком. Друзья, поделитесь своим мнением и опытом выращивания этого растения. Большое спасибо вам за ваши добрые советы, поддержку в виде лайков и ваших комментариев. Не забывайте также подписываться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе выхода новых видео. Среди ардизии есть много разных видов. В комнатном цветоводстве особой популярностью пользуется ардизия городчатая, а вот такой вид, как ардизия японская, считается лечебным и применяется в традиционной китайской медицине, как средство от рака. Цветение ардизии не столь яркое, как ее плоды. Оно начинается весной или в начале лета. В этот период очень важно обеспечить кустик своевременным поливом и хорошим освещением. Но учтите, что прямые лучи солнца не должны попадать на крону. Ардизию не стоит выращивать на южных подоконниках. По окончанию цветения на растении завязываются яркие ягодки. В зависимости от вида и сорта они могут быть не только красными. Стоит также отметить, что при хорошем уходе ардизия способна удерживать свои плоды в течение года. Соблазнительные на вид ягоды особо вкусными не назовешь, но ядовитыми они тоже не являются. Чтобы выращивать такую красавицу, для ардизии потребуется создать оптимальные температурные условия и влажность. Зимой цветок должен находиться при температурном режиме около 16-18 градусов тепла. Если температура надолго снизится ниже 7 градусов, у цветка начнутся проблемы. Летом этот вечно зеленый кустарник предпочитает тепло около плюс 20-23 градусов. Учтите, что чрезмерную жару и прямые лучи солнца это растение не выносит. В летний период ардизию понадобится чаще опрыскивать и поливать. Пересыхание корневого кома недопустимо. Также ее красивые глянцевые листики потребуется периодически протирать от пыли. Кстати, по краю листвы этой культуры иногда могут образовываться мелкие бугорки, которые ни в коем случае нельзя обрывать. Это так называемые азотфиксирующие бактерии, которые несут важную роль для здоровья, питания и жизнедеятельности растения. Однако и корневая система ардизии тоже находится в тесном симбиозе с почвенной микоризой, то есть грибками. Поэтому пересадку кустика необходимо проводить с минимальным травмированием корней. Ардизию не пересаживают, а переваливают в более объемный горшок, стараясь не разрушить цельность почвенного кома. При выборе места для этой вечно зеленой культуры подбирайте комнату с хорошим, но рассеянным освещением и там, где не будет сквозняков. Имейте также в виду, что для того, чтобы кустик закладывал цветочные почки, ему необходимо предоставить в холодный период прохладную температуру, не превышающую плюс 18 градусов. Ардизия вырастает невысоким и компактным кустиком, однако при желании для формировки кроны ее можно подрезать. Обрезанные веточки хорошо использовать для размножения, то есть черенкования. Это не только интересное, но и выгодное занятие, так как этот экзотический цветок недешево стоит. К тому же ардизия отлично смотрится в группе, если выставить рядом сразу несколько растений. Этот кустарник также размножает семенами, но хочу заранее предупредить, что они быстро теряют свою всхожесть. Отдельно хочу сказать по составу почвы и удобрениям.
Ардезия предпочитает слегка кислый и питательный субстрат на основе хорошо перепревшего компоста, торфа и с добавлением речного песка. Щелочной и известковый состав грунта не для нее. Вода для полива должна быть не только отстойной и мягкой, но и комнатной температуры. Подкормку проводят комплексными водорастворимыми удобрениями для комнатных растений с марта до конца сентября, примерно 2-3 раза в месяц. Если все делать правильно, это растение станет одним из самых ярких украшений вашего дома. Вазонами с ардезией можно украсить праздничный стол, зону гостиной и подоконники, или же использовать ее очаровательные красные ягоды в качестве новогоднего и рождественского декора. Уверена, что ардезия вас не разочарует и подарит вам настоящее праздничное настроение, а возможно и станет отличным подарком для ваших родных и близких. А если вам это видео было хоть немного полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и до новых встреч на нашем канале.